Представители знака зодиака Телец. Тельцы мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря. Давайте узнаем, каковы подсказки карты. У нас сегодня колода Golden Tarot. Давайте узнаем, какие карты вам выпадут на эту неделю. И вообще мы приближаемся к концу года. Время, когда мы подводим итоги, строим планы на будущее. И если по части итогов, скорее всего, уже, знаете, как, момент переосмысления того пройденного пути, может быть, для вас, для кого-то, точнее, из вас, или какие-то события, может быть, еще на пороге, которые стоят, и они тоже способствуют тому, какие в дальнейшем вы предпримете действия. Поэтому назовем вот формат этого видео, немножко я его решила изменить, события на пороге, события этой недели. И первая карта так у нас и будет называться события на пороге. Чего это будет касаться? Какая сфера жизни для вас проиграется наиболее активно? Ваши внутренние ощущения или ваше настроение? Обстановка внешняя, что происходит вокруг. Что важно знать или зачем нам какое-то событие было нужно, например, да, для чего-то же это нам нужно было, для чего-то мы столкнулись с этим. Неожиданности, чего мы не избежим, что скрыто, что будет помогать. И посмотрим энергетику, дела, работа, бизнес. Энергия денег, мои дорогие тельцы, на эту неделю. И личная жизнь. Совет от карт. Итак, события на пороге. Поездка или переезд. Карта заслуженного успеха для кого-то из вас. Прогресс по работе, по вашей деятельности, по вашему бизнесу. Для кого-то смена направления, может быть, в вашей деятельности вообще. Кто-то решит заниматься или изучать что-то из сферы IT. Очень хорошо проигрывается. По этой карте проигрывается в последующем успех, если вы хотите, ставите перед собой такую задачу стать медийным человеком, стать популярным. Получится. Здесь что ни запланируй, все получится. Или, к примеру, посредством интернета, может быть, это как работа или учеба, или какие-то ваши далеко идущие амбиции и планы. И такое тоже может быть. Для кого-то из вас конкретный, может быть, как перемещение. Перемещение, переезд как с вашей семьей. Или, может быть, вы сами. Вы из дома хотите переехать, может быть, на время каникул новогодних, почему нет? Или наоборот, вы уже находитесь где-то не дома, и вы будете планировать возвращение. Наверное, у каждого по-разному. То есть заслуженный успех у кого-то проиграется через вашу деятельность, у кого-то конкретно физическое перемещение. Давайте мы узнаем. И ваши внутренние ощущения. Ух ты! Я называю вообще в целом эту карту, это туз мечей, выход из лабиринта. Какое-то очень важное решение вам как будто нужно принять. Для чего, может быть, как раз и нужно было совершить куда-то путешествие. Или отправиться в ту или иную местность для того, чтобы вот именно там все стало на места. Может быть, это решение касается отношений или ваше окончательное решение по поводу работы. Но именно вот выход из лабиринта какого-то, как, знаете, та или иная ситуация тянулась длительно. И где-то вы уже могли от этого устать. Или вы пробовали каким-то образом разрулить эту ситуацию, а вот все не получалось. И вы понимаете, либо мне сейчас что-то нужно оставить раз и навсегда, либо у меня будет какой-то в этом деле уже теперь прогресс. Вот с чем-то вы определяетесь, мои дорогие тельцы, на этой неделе. Давайте обстановку вокруг. Это ваши ощущения. Двойка жезлов. Сидеть на двух стульях вам придется. Как будто что-то, может быть, как и не устраивает, но что-то есть в чем-то, по крайней мере, ваша заинтересованность. Поэтому, может быть, это связано с решением ваших дел по тому или иному вопросу, когда лавировать приходится, хочешь или не хочешь, но вот как будто обстановка сама по себе, двойственность, может быть, нет конкретики, и вам захочется как раз определиться. Сама обстановка сама по себе миролюбива. Вы люди достаточно контактные. И при должной дипломатии вы будете себя где-то чувствовать, как рыба в воде. Но от вас это, мои дорогие тельцы,
может потребовать как раз нервного напряжения определенного или того самого баланса. Как будто приходится, да, лавировать, а мне хочется сказать все то, что я думаю, но вам придется где-то сдерживаться. Вот такой момент на неделе у вас как будто как общее настроение, если мы говорим «может быть». Давайте мы узнаем, что же важно знать. Или зачем все это было нужно? А тут перемены, посмотрите, шикарная карта. Вообще это карта успеха и удачи. И нам говорят, вообще-то не заглядывай назад, не суди по этой ситуации, исходя из каких-то своих предубеждений, или как бы ты поступил раньше, или ты не поступил раньше, как будто вообще прошлое не имеет значения. Отпускай прошлое. Встречай все новое, как возможности, которые приходят на ваш порог. Вот посмотрите вашу жизнь, может быть, как новости. У вас ведь карта заслуженного успеха. Это тот успех, помимо передвижений, даже тот, кто с передвижениями связан, да, но все равно у вас есть какой-то прогресс. И тут самое время, как будто вам отсюда только вперед. А назад мы не оглядываемся. И не случайно в этой карте нам тоже показаны люди, которые отплыли от прежнего берега, они не оглядываются назад. Вот и вторая карта, которая где-то пересекается в значении, и нам говорят, все, это не имеет уже теперь никакого значения. Что-то очень важное у вас на пороге. Правда, вот для чего-то это все было нужно. Может быть, даже вот это где-то двойственность. Тут будет важно себе не навредить, мои дорогие тельцы, правда. Может быть, вам и действительно какая-то ситуация затянулась сверх меры, и приходится вот туда-сюда, да, и вашим, и нашим, на двух стульях, как мы говорим, усидеть, а уже хочется какой-то ясности, понимания и точки. А как будто тут сама судьба все точки расставит. Давайте мы посмотрим. Неожиданности. А тут в неожиданностях возможности. Опять же про прогресс. Тройка жезлов. И нам показан персонаж, который спиной повернулся к прошлому, к нам, как будто, да, мы его видим со спины. Он пока еще действий не принимает. Видимо, придется, правда, двойка жезлов и вашим, и нашим. Пока еще не время. Тут мы еще как будто определяемся. А здесь это карта якоря, уверенности, что я буду действовать определенным способом, методом. Или в одном конкретном направлении. Или это будет по работе. Или... Правда, это может быть связано с переездом, далеким переездом, или сменой направлений вашей деятельности. Но это на долгие годы. И теперешняя эта позиция, она у вас достаточно прочная. Значит, какие-то ситуации на этой неделе, как будто вы должны были с этим столкнуться, чтобы с чем-то окончательно определиться и научиться впускать как будто в свою жизнь перемены сами по себе как таковые. Что скрыто, давайте узнаем. Ну, правда, желание, знаете, так вот, как будто от людей больше исходит желание, чтобы вы проучаствовали в том или ином вопросе. И по семерке жезлов это всегда воздействие на нас кого-либо. И карта говорит, держи нейтралитет и свои позиции, и вообще не включайся в какие-то задачи, вопросы, потому что тебе как будто это, ну, не столь актуально. А вот держать нейтралитет или паузу, как будто будет самое правильное. Может быть, вы будете собирать ту или иную информацию, словно прицеливаясь, прицениваясь, смотря чего касается вопрос. Перемены на пороге. Но нет того, что как бы насильственно скрывают, замышляя что-либо. Есть по этой карте просто мы находимся среди людей, и понятно, у людей у каждого свои планы. Но у вас-то планы более грандиозные. Поэтому, что бы там кто ни думал, какая-то ваша канва должна обязательно состояться. Что будет помогать? Ну, вообще карта предлагает, семерка кубков, вас вдохновиться, поверить в собственные силы. Может быть, помечтать, мои дорогие, правда? Позволить себе определенную душевную легкость. Не смотреть очень прагматично, может быть, в течение этой недели. Отчасти нам и говорят, вот вам-то хочется как будто ясности, может быть, все точки над «и» расставить. А вы-то находитесь во власти перемен. Карта колесница. Для кого-то из вас это может, кстати, просто проиграться, как я вынужден поменять автомобиль. Вот иногда бывает, но все же это старший аркан, и чаще это перемены. Причем те перемены, которые ведут к успеху. И здесь карты нам говорят,
вам, точнее, мои дорогие тельцы, чем ты больше, телец, намечтаешь, тем больше у тебя сбудется. Потому что это то, что помогает не быть где-то, знаете, самому себе, может быть, на какой-то момент хотя бы убрать материализм из вашей жизни, больше радоваться, приглашают вас. Хотя вам будет хотеться совсем другого. Но, знаете, если мы находимся вот как по тузу мечей в таких очень холодных энергиях, там не до праздника, не до эмоций, а все же нам помогает именно семерка кубков. Во-первых, по нумерологии 7– это всегда статика. Что-то вы не сможете как убыстрить или наоборот поставить, может быть, на тормоз. Тут будет все идти своим чередом. Ускорять искусственно точно не время. Ведь семерка кубков, она говорит, если мы про 6, любая 6 в колоде Таро – это победа. И по нумерологии любое действие, активность проходит в 6 стадий. Почему, наверное, 6 – это победа, как вершина действий наших, приложенных усилий. И 7– неизбежная стадия перезагрузки, когда мы никуда не торопимся. И любая 7 в колоде Таро – это всегда своего рода ожидание. Необходимое ожидание для того, чтобы удержать какие-то позиции и именно построить планы на будущее, с чем-то определиться. Дела, работа, бизнес. Карта императора. Это вы можете столкнуться даже с таким человеком, который достаточно своеволен, хочет именно по-своему что-то сделать, поступить. А для кого-то из вас это высокие инстанции, представители законной власти или сами по себе чиновники. Может быть, вы будете что-то согласовывать, какие-то документы подписывать, решать, куда-то обращаться. И по этой карте уважайте иерархию. Это может карта еще свидетельствовать о том, что ваш статус вот-вот будет меняться, и какие-то предпосылки будут на этой неделе. Может быть, меняться через личную жизнь, а для кого-то через ваши успешные вопросы работы, сотрудничества, дел, финансов, то есть вот с этой стороны. Может быть. Но власть, мы говорю, уважаем. Тогда она как будто вторично уважает нас. И если мы столкнулись с таким человеком, то тогда, знаете, с одной стороны, мы не должны пасовать, правда. Но, может быть, и придется вот так и вашим, и нашим. Потому что обстановка такова, что нам приходится учитывать некоторые позиции либо оппонента, либо того человека, с которым вы вынуждены контактировать на этой неделе. Финансы. Иерофант. Отчасти этого где-то вы сами по старшему аркану, мои дорогие тельцы. Это карта уверенности, это карта надежности. Иерофант – это великий учитель, великий мудрец. И если вы занимаетесь именно как вы преподаватель, или вы, может быть, обучаете кого-то, да, здесь может быть как и рост вашей популярности, так и, в принципе, карьеру можете сделать, причем значимо высоко, как возможность. Иерофант нищий не бывает, поэтому нам говорят, деньги у вас будут. О количестве, понятно, нам эта карта не говорит, но это старший аркан. И здесь, посмотрите, рядом с делами, если мы говорим, выпадает карта императора, и дальше карта Иерофанта. Иерофант – это тоже где-то представители структур, это где-то бюрократическая машина, это то, что мы согласовываем в инстанциях, обращаемся к чиновникам, подписываем какие-то бумаги, как будто это, помимо всего прочего, Иерофант – это связь с традициями, какие-то традиции, вы, может быть, будете готовиться к чему-то, правда, и 25-го у нас Рождество, поэтому кто-то будет занят конкретно подготовкой, и мало ли какие-то еще события в связи с этим будут, которые вам придется решать в высоких инстанциях, может быть и так, но есть еще и тот момент, что, знаете, у вас словно по судьбе что-то приходит либо на ваш порог, либо какая-то история, правда, заканчивается. Но я бы сказала, тут возможности, которые вот-вот буквально, вы словно на пороге вот этих перемен. Хотя не совсем на пороге. Тут вы уже как будто сделали несколько шагов. Буквально, если мы говорим по этой карте. Нам осталось как будто доплыть до этого берега. И ведь по шестерке мечей всегда мы словно исследуем непознанную землю без карты. Всегда темновато. И карта, хоть и успех обещает, она в любой колоде достаточно темная, потому что мы проходим как первопроходцы,
Мы не знаем, с чем мы можем столкнуться на нашем пути. Но как будто успех уже обеспечен, а у вас дважды, потому что тут с условием власти, какого-то закона, так еще и высших сил, традиций и того, что принято. И это как финансы, и это так ваша деятельность, личная жизнь. Разочарование нам говорят, и посмотрите, у нас как будто персонаж сидит, руки на груди скрестил. Это нам показывают ситуация внутренней самозащиты. Человек не настроен кому-то верить. И у вас могла быть какая-то грустная история. Или, может быть, просто как новость пришла. Но это чаще всего всегда ситуация из прошлого, которая уже случилась. А теперь мы не верим. Вы, мои дорогие тельцы, можете поймать себя на мысли, что вот есть такой момент, и я не верю. Может быть, это отчасти касается личной жизни. Может быть, это любая другая ситуация, которая просто вами завладеет, и вы будете вот где-то мысли обдумывать, гонять по кругу, вот почему и хочется с чем-то определиться. Но это нет эмоций. Здесь уже темная карта, обратите внимание, это когда-то горело, болело, а теперь и отгорело, и отболело, и здоровое равнодушие. Но я как будто в позиции самозащиты. Вот у вас, я не могу сказать, что тут про любовь, но может быть какая-то ситуация, обстановка у вас тут как будто сама по себе развивается, а прежде были разочарования. Давайте мы карту совета откроем для вас. Вообще, вы знаете, это может быть ваше внутреннее правдосостояние. Поэтому, может быть, нам и говорят, да, телец, вдохновись, посмотрите, у вас позиции с плюсом, то, что помогает, выпадает 7 кубков, вам как будто легкости немножко не хватает. Вдохновение, мои дорогие тельцы, может быть, вы устали. Вот это правда, это может быть. И мне уже и не до праздников, и мне уже как будто и вообще какие-то разочарования. Нет у меня желания, ну, как-то оптимистом быть, может быть, даже так. А карта-то нам говорит, посмотрите, 10 монет, то есть или 10 пентаклей. Это карта благополучия, когда все сферы жизни уравновешены в вашей судьбе. Все, когда у нас получается, когда и дела, работа, бизнес вот именно идут в том ключе, как вы хотите. Ну, в целом. Когда дом полная чаша, когда вас окружают люди, которые вас любят. Поэтому, наверное, все, что надежно, если мы рассматриваем карту совет, вам как будто в этом направлении. Сохраняйте все то, как и свой статус или то, чего вы достигли. Как будто оттолкнитесь от того, что вы уже создали на этот момент. Позвольте себе мечту, вдохновение. Позвольте себе какой-то праздник в жизни. А пространство как будто будет вам помогать, чтобы телец был счастливым. По сути дела, 10 монет – это и есть где-то счастье. Но не просто счастье такое, знаете, когда эмоциональное, а это то благополучие, изобилие, процветание, к которому мы все стремимся. И у вас как будто для этого предпосылки. И это все по судьбе. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы и любимы всегда.